Тебя обманывали. Грибок не появляется так, как ты думаешь. Добрый день, дорогие друзья. Часто люди задают вопрос, от чего возникает на ногах грибок? Особенно на ногтях на ногах. От чего возникает грибок? Ну, наши доблестные врачи нас учат, что это вы заразились, это вы подхватили грибок. Да? Именно поэтому при входе в бассейн ставят ванну с раствором хлорки, чтобы люди, проходя через этот хлорный раствор, через эту хлорную известь, как бы убивали грибок на своих ногах. На самом деле это все полная чушь. Объясняю. Самая частая распространенная ситуация, когда возникает грибок на одном пальце. Да? Но, например, возникает на ногте большого пальца. Почему? Ведь мы ходим в носках. И в носках у нас, как правило, нет разделения одного пальца от других. Правильно? У нас в носке пальцы находятся вместе. Но почему-то другие ногти не заражаются грибком и не заболевают, и там грибок на них не возникает. Возникает только на одном ногте. Почему? А элементарно просто. Потому что здесь речь идет не о том, что грибок заразен, а речь идет о том, что в данном месте местно снижается иммунитет. Вот когда иммунитет снижается во всей ноге, тогда будет грибок на всех пальцах, на всех ногтях всех ног. Почему? Потому что там снизился иммунитет. А вот если иммунитет снижается на одном пальце, то сразу вопрос, а каким образом и почему снижается иммунитет на одном пальце? А элементарно просто. Потому что у нас есть меридианы, наши энергетические каналы, по которым течет энергия. И у нас есть меридиан, который заканчивается на ногте большого пальца правой ноги. И есть меридиан, который заканчивается на ногте большого пальца левой ноги. И как раз вот эти меридианы чаще всего и повреждаются. И вот в случае, если есть ненормальная работа, ненормальный ток энергии в этом меридиане, то, соответственно, будет именно на этом пальце будет грибок. А на других пальцах грибка на ногтях не будет. Почему? Потому что там все нормально. Соответственно, по большому пальцу правой ноги на ногте у нас проходит меридиан желчевыводящей системы. А по ногтю большого пальца на левой ноге проходит меридиан селезенки, по которому течет энергия не только из селезенки, он называется меридиан селезенки, но он же является меридианом поджелудочной железы. Соответственно, в случае, если у человека возникает проблема с энергетикой, прямо на уровне энергетики начинается, помните, мы говорили, реализация сначала на уровне энергетики идет. Вот если нарушается ток энергии по меридиану поджелудочной железы, то будет страдать ноготь на большом пальце левой ноги. А в случае, если возникает нарушение тока энергии в канале печени, то будет поражаться ноготь на большом пальце правой ноги. Вот как у нас устроено. А на других ногтях поражений ногтей, на других пальцах ног поражений ногтей не будет. Почему? Потому что там нормальные потоки. Соответственно, для того, чтобы убрать вот такое одиночное поражение ногтей, нужно восстановить ток энергии. Соответственно, если справа, то это меридиан печени, если слева, то это меридиан селезенки называется, или поджелудочной железы. То есть восстановить вот это. Плюс, соответственно, поработать с самими этими органами. Да, с помощью висцерального массажа мы имеем возможность проработать поджелудочную железу и проработать свою печеночку. Вот так несложно решается эта проблема. Если же возникает грибок на всех ногтях одной ноги, например, или другой ноги, то причиной является, как правило, отечность. Почему? Потому что иммунитет, помните, мы говорили, бывает местный, а есть еще гуморальный, то есть приток крови. Именно в крови находятся иммунные клетки, которые могут помогать. И именно через нарушение притока крови как раз и реализуется снижение иммунитета. То есть отек, и это и есть тот механизм, который нарушает наш иммунитет за счет того, что он снижает иммунитет местный и нарушает еще приток крови. То есть не дает помогать иммунитету гуморальному. Вот таким образом через отек реализуется снижение иммунитета. И вот тогда будет уже поражение ногтей на всех пальцах ноги. Если это на обеих ногах отек, значит, будет на обеих ногах. Если отек там только на одной ноге, значит, будет на одной ноге. Но поражаться будут все ногти. Вот так нехитро можно понять, в чем причина появления грибка в вашем
на ваших ногах. Вот, и также совершенно не хитро и не сложно вы можете, восстановив эту энергетику или сняв отек, убрать грибок с ногтей на ваших ногах. А почему он берется, откуда вообще возникает? Ну, мы знаем, что мы живем в окружающей среде, и в окружающей нас среде полно всяких чужих других форм жизни. Да? Здесь и вирусы всевозможные, и бактерии всевозможные, и паразиты, и в том числе и грибки всяких разных форм. Вот. Но мы же не заболеваем только от того, что мы живем здесь, правильно? Живем в этой среде. Хотя они вот все вокруг нас, и в нас тоже, и на нас обязательно все это есть. Почему мы не заболеваем? Потому что у нас существует такая вещь, как иммунитет. Наш иммунитет предотвращает вот эти всевозможные заболевания путем внедрения в нас вот этих чужеродных микроорганизмов. Точно так же и с грибком, то же самое абсолютно. К сожалению, наша медицина считает, что грибком люди заражаются. И чтобы предотвратить эти заражения, в бассейнах даже существуют такие, при входе в бассейн, ванночки с хлорной известью, да, с водой хлорированной, чтобы обеззаразить грибок на ногах. Вот. На самом деле это все глупость. Почему? Потому что поражение грибком нашей кожи всегда обязательно будет возникать не тогда, когда на нее попал грибок. Она возникает тогда, когда снизился иммунитет в нашей коже. Вот только тогда мы заболеваем грибком. То же самое относится и к поражению грибковому поражению ногтей. Потому что ногти – это тоже производная нашей кожи. Но бывают такие хитрые поражения грибками ногтей, бывает, что просто все ногти поражены. Да? Ну, оно понятно. Значит, это о чем говорит? О том, что снижен общий иммунитет. Это может быть вообще на стопах снижен иммунитет. Ну, например, тот же самый отек какой-нибудь стоп за счет отложения солей или за счет какой-то еще других каких-то видов отечности, нарушения лимфатического оттока происходит. И раз это так, значит, отек всегда вызывает снижение иммунитета. Раз снизился иммунитет, значит, все ткани здесь начнут поражаться, в том числе, может быть, грибковое поражение. Да? И тогда поражаются все ногти. Может быть, и кожа тоже поражена грибком, и ногти все поражены грибком. Вот это показатель того, что в этой области весь иммунитет снижен, общий. А бывают хитрые такие поражения грибковые, ну, например, на большом пальце правой ноги или на большом пальце левой ноги поражается ноготь. На одном пальце. Ни на других ногах, ни другие ногти не поражены. Как? Из-за чего? Почему? Ты что, иммунитет, что ли, виноват? Что один почему только ноготь? Ну, вы подумайте, если бы проблема была действительно в том, что это заражение грибком, ну, все пальцы от хотя бы одной ноги постоянно находятся в носке все вместе. Да? Значит, если бы это была заразная болезнь, значит, тогда все 5 ногтей были бы поражены. Но у человека годами все равно держится только поражение только одного ногтя, а остальные нормально чистенькие. Почему? А потому что здесь проблема не иммунная совсем, а проблема в другом. В чем? А дело в том, что у нас существует такая вещь, как энергетика. И, в частности, распространение энергии по нашему телу идет по меридианам. И вот поражение ногтя на большом пальце правой ноги всегда возникает при поражении, при нарушении нормального тока энергии в меридиане печени. А поражение большого ногтя на большом пальце левой ноги всегда возникает при поражении меридиана селезенки. Вот в чем проблема. А меридиан селезенки связан с поджелудочной железой. И вот когда у человека возникают уже хотя бы на энергетическом уровне, еще сами органы могут быть не поражены, но нарушена энергетика этих органов, печени и желудочной, и поджелудочной железы, вот, то уже тогда возникают поражения ногтей. Соответственно, если печени на правой ноге большой палец, а поражение поджелудочной железы на левой ноге ноготь большого пальца. Вот убрать, соответственно, вот эти проблемы можно не с помощью противогрибковых средств, а только с помощью восстановления нормального тока энергии по меридианам. В идеале, конечно, поработать еще с самими органами, то есть привести их в порядок, убрать напряжение здесь. Делается это с помощью висцеральной терапии. Кто может сам, кто не может, обратиться к висцеральному терапевту. Вот. И обязательно нужно проработать меридианы. На правой ноге это меридиан печени, а на левой меридиан селезенки. Вот таким образом, без применения всевозможных противогрибковых средств, вы сами совершенно спокойно имеете возможность
убрать поражение ногтей на больших пальцах своих ног. Если вам это видео понравилось и вы нашли в нем ответы на имеющиеся у вас вопросы, вы можете дать мне знать об этом в комментариях, а также поставить лайк и подписаться на канал. Если вы хотите узнать больше, переходите по ссылке, которая находится под видео, и записывайтесь в онлайн-школу здоровья, благодаря которой вы забудете про боли и болезни и научитесь быть здоровым без лекарств. Задают вопрос по поводу лечения грибка на ноге, на ногтях ноги. Там существует три варианта. Первый вариант, когда поражается только ноготь большого пальца на правой или на левой ноге. Это один вариант. Может быть и на правой, и на левой. Второй вариант, когда поражены все ногти на всех ногах, на обеих ногах. И третий вариант, когда поражаются все ногти на одной ноге. Значит, разберем по порядку. Если поражается один только ноготь только на одном пальце, на большом пальце правой ноги, это проблема с печенью. То есть там проходит меридиан печени и, соответственно, именно нарушение энергетических потоков. В этом лечить, собственно, один грибок в этом смысле бесполезно. Почему? Потому что его появление на одном только единственном пальце связано не с тем, что там у вас иммунитет слабый, и вы не можете справиться с грибком, а с тем, что конкретно поражена печень и поражен энергетический канал печени. При этом еще структурных нарушений печени может не быть, но энергетика уже повреждена, и все сразу на большом пальце правой ноги, на ногте вступает грибок. Вы с ним ничем не справитесь, пока не приведете печень в порядок. То есть нужно работать с этим. Можно работать на энергетическом уровне с помощью акупунктуры и воздействия на определенные точки, стимулирующие данный меридиан. Можно воздействовать на печень, но это уже кто как умеет. Второй вариант, когда поражены все ногти на обеих ногах. Это вариант общего снижения иммунитета. То есть это показатель того, что раз поражены все ногти, значит у вас общий иммунитет снижен, или во всяком случае снижен иммунитет в нижней части тела, да, и, соответственно, на этом фоне прекрасно себя чувствует и начинает развиваться грибок, с которым пониженный слабенький иммунитет не может справиться. Здесь проблема решается тоже. Нужно восстановить иммунитет. Нарушение иммунитета в нижней части тела в первую очередь чаще всего связано с отеками. Посмотрите, может быть это нарушение венозного оттока, может быть это отек, связанный с нарушением лимфатического оттока, то есть отсутствие брюшного дыхания. Может быть и то, и другое. Может быть это накопление у тех, кто уже в возрасте, накопление солей, отложившихся мягких тканей, которые тоже задерживают на себе воду и создают отек в ногах. Может быть и то, и другое вместе. Поэтому здесь надо смотреть и разбираться конкретно. Ну и, естественно, и в целом иммунитет тоже нужно укреплять, поддерживать. Вот пути направления борьбы с этой проблемой. Когда же возникает поражение ногтей на одной ноге, все ногти поражены на одной ноге, да, а на другой нет, то это показатель того, что вот та же самая проблема, о которой я только что сказал, она есть с одной стороны. То есть там, скорее всего, чаще всего это лейкоми тромбофлебит, когда нарушается отток, либо еще что-то нарушает лимфатический или венозный отток конкретно на этой ноге. Поэтому здесь надо разбираться, именно решать эту проблему с этой ногой. То есть что нарушает отток, что вызывает отек и, соответственно, нарушение иммунитета, местного иммунитета конкретно здесь в этой ноге. Вот такие направления борьбы с этим. Но опять-таки я понимаю, что вот это все в общем, да, но поскольку проблема очень широкая и конкретно всегда у каждого нужно разбираться по-разному. То есть у одного одни вещи, у одни проблемы, у другого другие проблемы. Поэтому более конкретно сказать не могу. Но вот направление я вам дал. Там, если захотите углубляться со своей проблемой, вы уже имеете возможность уже знать, куда и что и как делать. Дорогие друзья, я с радостью сообщаю вам, что у нас открылся клуб в школе здоровья. В этом клубе я вас возьму за руку и проведу по всем темам восстановления вашего здоровья. Пожалуйста, приходите к нам в клуб по этой ссылке или по вот этой ссылке. Всего доброго, до встречи в клубе.